Татьяна Петровна Николаева – одно из самых ярких имен советской музыкальной культуры XX века. Пианистка, педагог, композитор и музыкальный деятель. Татьяна Петровна является лауреатом многих всесоюзных и международных конкурсов. На первом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге, первого международного конкурса пианистов имени Баха. Она имеет множество наград за победу над Германией, за доблестный труд в Великой Отечественной войне, орден за вклад в польскую культуру. Она была человеком, одаренным не только музыкальными способностями, но и редкой добротой. Ее отец, Петр Николаевич, был выходцем из крестьянского сословия, был провизором и любительски занимался музыкой. Мать, Зоя Аполлоновна, происходила из семьи потомственных дворян, окончила Московскую консерваторию, что во многом определило судьбу ее дочери. Первые уроки музыки Татьяна получала от матери, которая преподавала ей фортепианную игру. Это очень интересно. Вы знаете, отец был аптекарем. И родилась я в городе Бежецк, куда вот я на днях еду, там юбилей школы музыкальной, которую основала моя мать, школа имени Глинки. И вот, может быть, именно моя вот эта безудержная любовь к музыке родилась именно в аптеке у папы, потому что в этом провинциальном, хорошем смысле слова, провинциальном городе, каждую субботу в аптеке у отца или у нас в доме, в квартире, собирались музыканты. Не музыканты, любители музыки, врачи, инженеры, ставили пульты, открывали ноты и играли струнные квартеты Бетховена, трио Мендельсона, трио Чайковского. Вот, я помню, мне было 3,5 музыки ради радости. Они любители музыки, ну, они где-нибудь там, так сказать, когда-то учились, но вот конечно, инженер да. завода, понимаете. И вот отец, в зависимости от ситуации, он садился либо за виолончель, либо за скрипку. Это, казалось бы, разные инструменты. Когда не было виолончелиста, он садился за виолончель. И вы знаете, для меня, для девочки, это незабываемое впечатление. До сих пор, когда я слышу квартеты Бетховена, я люблю об этом говорить, я воспринимаю этот запах медикаментов в аптеке моего отца. Это трогательно было. Очень. И пусть они играли фальшиво и не очень виртуозно, в медленном темпе, но с такой любовью, с такой отдачей. И знаете, например, в каком-нибудь месте первый скрипач, инженер, как сейчас я помню, он останавливался. Я говорю, подождите, остановитесь. Вы слышите, как это прекрасное место, как это красиво звучит. Слушайте, ну это же бесподобное восприятие. Сейчас эти традиции немножко утеряны, они есть. Ну, мало. В возрасте 13 лет она поступила в Центральную музыкальную школу. Она рассказывала, цитирую, «Я целыми днями пропадала в его классе. Тут было на редкость интересно. К Александру Борисовичу на его уроки заходили, бывало, такие музыканты, как Гедеке, Ойстрах, Кнушевицкий, Фейнберг, Крутикова. Сама атмосфера, окружавшая нас, учеников большого мастера, как-то возвышала, облагораживала, заставляла со всей серьезностью относиться к работе, к себе, к искусству. Для меня это были годы разностороннего и быстрого развития». Имя Гольденвейзера она всегда произносила с чувством глубокого почтения. Цитирую ее слова. «Он научил меня не только играть на фортепиано, он научил меня жить, видеть жизнь во всех проявлениях». Еще цитата. «Мне он запомнился прежде всего ровным и доброжелательным отношением ко всем нам, своим ученикам. Никого особенно не выделял, ко всем относился с одинаковым вниманием и педагогической ответственностью. Как преподаватель он не слишком любил теоретизировать, к пышным словесным разглагольствованиям почти никогда не прибегал. Говорил обычно немного, скупо отбирая слова, но всегда о чем-нибудь практически важном и нужном. Бывало, обронит 2-3 замечания, а ученик, глядишь, начинает играть как-то по-другому. Мы, помнится, много выступали на зачетах, показах, открытых вечерах. Концертной практике молодых пианистов Александр Борисович придавал огромное значение. И сейчас, разумеется, молодежь много играет, но присмотритесь к конкурсным отборам и прослушиваниям. Играет нередко одно и то же.
Мы в свое время выступали часто и с разным. В этом вся суть. Его игру часто слушал Лев Николаевич Толстой. Многие толстовские страницы навеяны этой игрой. Я вошла в этот класс провинциальной девочкой. Мне было 13 лет. Запуганной девочкой, потому что этот класс был вечно переполнен. А дальше был стремительный творческий подъем Татьяны Николаевой. Так, в 1945 году она получила первую премию на филармоническом конкурсе, посвященном 30-летию со дня смерти Скрябина. Через 2 года, в 1947 она оканчивает с отличием консерваторию и поступает в аспирантуру. В этом же году получает вторую премию на первом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге. В том же году она с отличием заканчивает фортепианный факультет Московской консерватории. А через 3 года заканчивает композиторский факультет, получив за свою дипломную работу «Первый фортепианный концерт» государственную премию. Несмотря на все эти успехи, из-за трудного материального положения семьи она была вынуждена работать простым концертмейстером в Высшем училище военных капельмейстеров, а также в музыкальной школе. Настоящим триумфом Татьяны Николаевой стала ее победа на первом международном конкурсе имени Баха, который проходил в Лейпциге в 1950 году. Эта победа привлекла к молодой пианистке внимание широких кругов музыкальной общественности. И не только советской, но и зарубежной. Ведь ее победа была единодушной, а немецкая музыкальная пресса провозгласила ее королевой фуг. Не менее важным событием, чем получение этой первой премии, стало знакомство пианистки с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, одним из почетных председателей жюри и гостем на юбилейных баховских торжествах, посвященных 200-летию со дня рождения композитора. Этой многолетней дружбой Николаева очень дорожила. Тогда-то у Шостаковича и родилась та самая идея создания своего темперированного клавира, то есть 24 прелюдий и фуг. Сочинял он их уже в Москве, на Татьяну Николаеву, то есть как на артиста пишут сценарий. Так, например, он ей заранее показывал свои наброски. Уже в декабре 1952 года в Малом зале Ленинградской филармонии состоялась премьера этого цикла. Так, 24 прелюдии и фуги Татьяна Петровна сыграла за 2 вечера – 23 и 28 декабря. А за свою последнюю запись цикла на пластинку в 1991 году она была удостоена престижной премии «Граммофон». В целом, этот великий цикл Шостаковича сопровождал ее до последних минут ее жизни. Он был самым главным на этом фестивале, но он старался быть незамеченным, незаметным. Вы знаете, это как-то оценили все люди, которые вот тогда были. И на меня это произвело неизгладимое впечатление, что такой гений, можно сказать, гениальный человек, вместе с тем так скромно. Нужно было играть одну прелюдию и фугу. А я подготовилась в 48. Это, конечно, произвело переполох. Переполох, там происходило инкогнито выступление. Я была кандидат номер 11, под номером 11. И вот сказали, что кандидат номер 11 играет хроматическую фантазию, фугу, итальянский концерт и любую из 48 прелюдий по выбору жюри. А Шостакович сидел в жюри.
За день до этого выступления я его встретила в коридоре гостиницы и поздоровалась, и обратилась к нему, что Дмитрий Дмитриевич, ну как вот вы смотрите, я хочу предложить не одну прелюдию фугу, а чтобы мне назначило жюри любой. Он так на меня внимательно посмотрел и сказал: да, понимаете, это у него голос даже был необычный. Знаете, у него был такой немножко нервозный, он быстро немножко говорил. Он сказал: да, понимаете, это большой приоритет, большой приоритет. Понимаете, вечером ко мне приходит делегация, несколько человек, и приходит Дмитрий Дмитриевич. И они все меня поздравляют с первой премией, что я получила первую премию. Но для меня это было очень важно, потому что это было послевоенное время, знаете, я чрезвычайно нуждалась, очень плохо жила. Но для меня вот навсегда останется, тоже на всю жизнь осталось, поздравление Дмитрия Дмитриевича, потому что он мне сказал такие вещи, я считала, что я получила вторую первую премию. Это дружбу с Дмитрием Шостаковичем. Это не менее важно. Причем дружба не какой-то протеже, это нормальная человеческая дружба. И он мне сказал, что мое исполнение Баха ему очень импонирует, очень нравится. Вот это для 26-летней девицы было очень важно. Это какое-то было, знаете, благословение, можно сказать, моего Баха. Года 2 назад встретила в Копенгагене своего большого друга, с которым мы играем, дирижера Курта Зандерлинга, который много лет был в России, 24 года. Он страстный поклонник Шостаковича. Я играла в Копенгагене прелюдии фуги, он, естественно, пришел на мой концерт. Почему я вспоминаю это? Потому что он сказал очень интересную мысль, которая мне очень понравилась. Он сказал: вы знаете, Татьяна, прелюдии и фуги – это интимный дневник Дмитрия Шостаковича. Я спросила: ну а почему не квартеты, почему не симфонии, тоже же? Нет, но это… И знаете, я подумала, что действительно это такой интимный дневник Шостаковича, который он вел для себя, вот, и осчастливил всех нас. В начале 50-х годов она совершает первые большие турне по Европе, Азии, Латинской Америке, Австралии и Новой Зеландии. Абсолютное большинство советских артистов того времени об этом могли только мечтать. Она же играла со всеми выдающимися дирижерами практически во всех странах мира. Необъятный по своей широте репертуар Николаевой не имеет себе равных в истории современного пианизма, ведь в этом она могла бы посоревноваться разве что с Антоном Рубинштейном. Ведь ее концертные программы не поддаются исчислению. Практически все клавирные сочинения Баха, 32 сонаты Бетховена, его концерты и вариации, циклы Шумана, большая часть музыки Шуберта, Шопена, Листа, Брамса, Дебюсси, Равеля, Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Метнера, Прокофьева. Все фортепианные сочинения Шостаковича. Тогда подлинно известно, что когда одна из звукозаписывающих компаний обратилась к Николаевой с вопросом о ее репертуаре, Татьяна Петровна ответила, цитирую: «Вся мировая фортепианная литература, кроме второго концерта Бартока». Вместе с тем Николаева не переставала и пополнять свой репертуар. Так многие композиторы обращались к ней с просьбами исполнить их новые сочинения, и она безотказно их выучивала в кратчайшие сроки. Так, например, это были концерты Голубева, Крюкова, Эшпая и многих других. Далее хочу привести ее цитату. «Во мне всегда возбуждает живой интерес исполнения новых сочинений. Мне хочется пожелать, чтобы наши исполнители активнее и смелее пропагандировали новые сочинения советских композиторов». Естественно, она включала в свою программу и собственную музыку, а также она сделала обработку для рояля известной симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». В целом Татьяна Петровна записала свыше 50 грамм пластинок и 20 компакт-дисков.
Знаете, я пришла в качестве педагога в Московскую консерваторию. И пришла я после 10 лет, я только концертировала, сочиняла. И почему я пришла? Не просто, знаете, там, получать зарплату, а я пришла, потому что я увидела, что наше старое поколение, все как раз как-то оно не ушли в эти годы. Вот эти традиции, мы любим это вспоминать, потому что есть что вспомнить. И вы знаете, хочется, чтобы эти традиции удержались. Я всегда вспоминаю слова нашего выдающегося Давида Федоровича Ойстраха, которого всегда спрашивали, ну как вы добились такого результата? Он говорил, вы знаете, добиться можно, вот самое трудное – удержать завоеванные. И вот в этом смысле нашей молодежи очень трудно, ведь удерживают завоеванные совсем немногие. С 1959 года Татьяна Петровна преподавала в Московской консерватории на кафедре специального фортепиано. Как говорят ее ученики, она относилась к ним по-матерински. Также она формировала у своих учеников определенное отношение не только к искусству, но и к жизни. Среди ее знаменитых выпускников Николай Луганский, Марина Евсеева, Михаил Петухов и Антон Батагов. Луганского же Татьяна Петровна незадолго до своей смерти объявила следующим в линии великих пианистов. О своих же коллегах и учениках других классов она отзывалась с уважением, без токсичности и пренебрежения, как это частенько бывает в среде академических музыкантов. Вы знаете, он исправный студент, я должна сказать, и кроме того, уже очень солидный концертант. Я его очень берегу. Я считаю, что истинное дарование нужно особенно беречь. А Коля – это есть истинное дарование. Я с 8 лет наблюдаю этого мальчика, не только наблюдаю, но принимаю самое активное участие в его судьбе, потому что я очень глубоко верю в него. Я сама воспитывалась у Гольдвейзера, который был очень с большим горизонтом человек. Он учил... Он, так сказать, играл в роли Толстого. Ну, в том-то и дело. Если Толстой находил с ним темы для разговора, значит, это был себе. И вы знаете, он смотрел очень широко на жизнь. И я стараюсь тоже в своих учениках не только готовиться к какому-то конкурсу и побеждать или проигрывать, но как-то видеть, чтобы они, окончив Московскую консерваторию, могли самостоятельно трудиться. Когда в Россию приезжал Игорь Стравинский, возникла паника. Кто сможет за несколько дней выучить и сыграть неизвестное еще в стране капричо для фортепиано с оркестром? Опросили тогда всех советских пианистов, и все отказались, кроме Николаевой. Но, тем не менее, уникальные творческие свершения Татьяны Петровны в СССР никогда не сопровождались какими-то рекламными ходами. Более того, далеко не всегда они получали заслуженного резонанса. Несмотря на свой насыщенный гастрольный график, Николаева старалась не отходить и от своего правила. Зимой даю концерты, летом только сочинения. Ее перу принадлежат 2 фортепианных концерта, полифоническая триада, вариации памяти Мясковского, 24 концертных этюда, симфония, оркестровая картина «Бородинское поле», струнный квартет, вокальный цикл «Исландия», скрипичная соната, трио, поэма для виолончели с оркестром, различные камерно-вокальные произведения, музыка для театра и кино, многочисленные пьесы и транскрипции. Она рассказывала, цитирую, «Это, конечно, очень непросто – делить себя между творчеством и регулярной концертно-исполнительской практикой. Вспоминаю свою молодость. Это был непрерывный труд, труд и труд. Летом я в основном сочиняла. Зимнее время почти всецело отдавала роялю. Но как же много дало мне это сочетание 2 видов деятельности. Уверена, что своими результатами в исполнительстве я в значительной мере обязана именно ему. Сочиняя, начинаешь понимать такие вещи в нашем деле, которые человеку, не пишущему, понять, пожалуй, не дано». Пианистку избирали депутатом Московского горсовета и членом Советского комитета защиты мира.
Она также была вице-председателем Ассоциации дружбы со странами Латинской Америки, членом Шведской Королевской музыкальной академии и Кёльнской консерватории. Работала в Союзе композиторов СССР и в редакционном совете издательства «Советский композитор». Также постоянно участвовала в жюри многих конкурсов. Когда в одном интервью ее спросили: «Вы столько концертируете, записываетесь, сидите в жюри многих конкурсов, у вас огромный класс. Вы не устаете?» Николаева на это ответила: «Я не понимаю, как можно устать от музыки». На Западе известность пришла к Николаевой только под конец ее жизни. После распада СССР она сделала несколько концертных туров по Европе и Америке и была принята там с большим успехом. Как я уже ранее говорила, ее запись 24 прелюдий и фуг Шостаковича в 1991 году принесла ей премию «Граммофон» в инструментальной категории. С 1942 года по 1993 она сыграла около 3000 концертов, исполнив при этом около 1000 произведений 74 авторов. Пианистке посвящены «Славянский концерт» Лятошинского, третий концерт для фортепиано с оркестром Голубева, концерт для фортепиано с оркестром Эшпая. Ушла из жизни она так, как, наверное, только и можно пожелать уйти из жизни большому артисту. 13 ноября 1993 года на последнем концерте в Сан-Франциско после исполнения одной из своих любимейших фуг цикла Шостаковича, си-бемоль минорной фуги, она почувствовала недомогание и покинула сцену, закрыв клавиатуру рояля. Именно так, символично, она всегда заканчивала играть искусство фуги Баха. У нее произошло кровоизлияние в мозг. Татьяна Николаева скончалась 9 дней спустя, 22 ноября. Похоронена она в Москве на Новодевичьем кладбище. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!